Юго-Западная Азия. Обширный регион Азии, расположенный соответственно в юго-западной ее части. Если исходить из географической схемы мира ООН, этот регион не включает в себя страны Среднего Востока – Иран, Афганистан и Пакистан, а включает их в Южную Азию, то есть по версии ООН, Юго-Западная или по-другому Западная Азия состоит из 18 признанных стран. Но без Ирана и Афганистана политическая картина будет неполная. Их мы тоже обязательно рассмотрим. Так исторически сложилось, что европейцы большую часть Юго-Западной Азии называют Ближним Востоком. Ближний Восток – это стык трех частей света – Европы, Азии и Африки. Своеобразный перекресток Старого Света, где сходятся все пути испокон веков. Регион очень нестабилен. На протяжении почти что всей истории человечества здесь проходили войны и столкновения. Не стало исключением и наше время. Об этом контрастном регионе и конфликтах в нем пойдет речь в этом видео. Начинаем! Итак, Юго-Западная Азия довольно обширный регион. В него входят Турция, страны Закавказья или Южного Кавказа, Иран, Афганистан, страны Аравийского полуострова, Ирак, Сирия, Иордания, Ливан, Кипр и Израиль. Здесь проживает 350-400 миллионов человек. Это родина ряда мировых цивилизаций и трех монотеистических религий – иудаизма, христианства и ислама. Как было сказано в начале, часть Юго-Западной Азии традиционно называют Ближним Востоком. Такое название этой территории дали европейцы после открытия путей в Индию и Китай. Конечно, открытию путей для себя. На Ближнем Востоке уже были налажены торговые связи с Китаем и Индией. Для европейцев страны Юго-Западной Азии действительно стали Ближним Востоком с отличной от Европы культурой. Первое серьезное знакомство с ней европейцы получили в средние века, в эпоху крестовых походов. Непонятные для Европы обычаи, укрытие лиц женщин одеждой, многоженство, отказ есть свинину поражали европейцев средних веков. Было создано много мифов и легенд о Ближнем Востоке, как о месте, где живут люди со странными обычаями. Также думали и страны Ближнего Востока о традициях и укладе жизни европейцев. Зачастую непонимание культур выливалось в ожесточенные войны. Юго-Западная Азия очень контрастный регион. На ее территории разведаны и открыты самые большие месторождения нефти и газа в мире. Но запасы углеводородов есть не у всех стран. Благодаря этому часть стран очень богаты, а часть очень бедны. Самые бедные страны в Юго-Западной Азии – это Афганистан и Йемен. Это одни из беднейших стран в мире. В Афганистане продолжаются бесконечные гражданские войны. Иордания, Ливан, Иран, Ирак, Грузия, Азербайджан, Армения относятся к группе среднеразвитых стран. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Оман, Кувейт – одни из самых богатых стран. Это видно из ВВП на душу населения. Конечно же, основная прибыль этих государств идет от продажи энергоресурсов, но не только. Например, одним из крупнейших мировых финансовых центров стал Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах. Также в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии развит туризм. Слово «Мекка» стало нарицательным и обозначающим что-то самое главное, что обязательно нужно посмотреть. А ведь Мекку хоть раз в жизни на самом деле должен посетить любой правоверный мусульманин, если может. Ведь это священный город в исламе. Также в Саудовской Аравии находится второй по значимости город для мусульман – Медина. Уникальной страной региона является Израиль. Эта страна создана переселенцами-евреями из разных стран мира, говорившими на разных языках. Возродив древний еврейский язык иврит,
израильтяне смогли создать одно из самых развитых и богатых государств не только Ближнего Востока, но и мира. Но такое возрождение осуществлялось не на пустынной земле, а на святой земле, которая на протяжении всей истории человечества была предметом споров и войн. Как следствие, напряжение на Ближнем Востоке достигло предела. В регионе существует множество конфликтов и коалиций. Ближневосточный конфликт идет с 40-х годов XX века и происходит между Израилем и рядом арабских стран. В Библии Израиль – земля еврейского народа, который с XIX века массово репатриируется на эту территорию Палестины. Особенно много евреев приезжает сюда во время Второй мировой войны, спасаясь от Холокоста. Но эта земля уже была населена преимущественно арабами в составе Османской империи, а позже британского мандата. Образовалось два больших лагеря на одной святой земле. Коренное преимущественно арабское население и евреи вместе с новыми еврейскими переселенцами, считающие себя более коренным народом этой земли. В 1930-1940-х годах участились арабо-еврейские столкновения. Напряжение начало возрастать. По решению Генассамблеи ООН в 1947 году было провозглашено создание двух государств на территории Палестины – еврейского государства Израиля и арабского государства. Однако другие арабские страны эту резолюцию ООН не приняли и яростно отвергли, начав войну с Израилем в 1948 году. Израиль одержал в этой войне победу и смог занять часть территории, которая предназначалась для создания арабского государства. В результате этого конфликта часть арабов была изгнана из Израиля. Большинство евреев, находящихся в арабских странах, были из них изгнаны в ответ. Арабы мечтали сбросить евреев в море. Евреи мечтали расширить свои владения на всю библейскую территорию земли обетованной. Арабы Палестины создали политическую и военную организацию освобождения Палестины ООП. В 1967 году конфликт обострился. В результате шестидневной войны Израиль смог одержать победу, разбить арабские армии и захватить Голландские высоты, Синай с контролируемым Египтом сектором Газа и принадлежащий Иордании западный берег Иордана. После этого Восточный Иерусалим в одностороннем порядке был включен Израилем в состав своей территории и объединен с западной частью города, тогда как в резолюции ООН Иерусалим получал статус международной зоны. В 1973 году вновь вспыхнула война, которую в Израиле назвали «Война судного дня». Она могла закончиться полной и безоговорочной победой Израиля, но закончилась в ничью, не без помощи внешнего вмешательства США и СССР. После этой войны Египет решил прекратить конфликт с Израилем и подписал с ним мирный договор, вернув себе Синайский полуостров в обмен на нормализацию отношений. В 1994 году начался мирный процесс в Осло, в котором арабской частью Палестины была предоставлена автономия. Постепенно часть арабских стран нормализовали отношения с Израилем. Однако палестинская автономия не получила независимость, так как не были определены границы этого образования. Часть территории, на которую претендуют палестинцы, заселена израильскими религиозными поселенцами, которые считают эти земли принадлежащими евреям по праву, так как они были еврейскими еще в библейские времена. Своей единой неделимой столицей Израиль считает Иерусалим, и в конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Большинство государств, в том числе Россия, официально не признают Иерусалим израильской столицей и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта. Пока взаимоприемлемого решения проблемы не существует, конфликт тлеет и готов разгореться с новой силой в любое время. По-прежнему не решена проблема Израиля с Сирией. Израиль аннексировал Голландские высоты на границе с Сирией. Эта территория имеет важное стратегическое значение. С этих высот простреливается значительная часть территории Израиля. Здесь расположено много источников пресной воды, имеющие огромное значение на этой засушливой территории. В настоящий момент Голланы, аннексированные Израилем, это признано США при Дональде Трампе. То есть США признали Голландские высоты частью Израиля. На данный момент территория активно заселяется израильскими поселенцами. В условиях гражданской войны в Сирии Голландские высоты полностью контролируются Израилем.
Сирийцы не ведут никаких попыток вернуть себе Голланы, ввиду ослабленности страны. В самой Сирии продолжается многолетняя гражданская война. В Сирии существуют значительные национальные и религиозные противоречия. На севере Сирии часть населения – тюркоязычные туркоманы, а также курды, составляющие почти 10% населения страны и претендующие на автономию. Правительство президента Асада опирается на религиозную группу алавитов, проживающих главным образом на побережье Средиземного моря, в районе Латакии и составляющих 11% населения Сирии. Благосклонны к Асаду и сирийские христиане, составляющие чуть меньше 10% населения Сирии. Отдельно держатся сирийские друзы, составляющие 5% населения Сирии. Большинство жителей Сирии принадлежит к арабам-суннитам, которые рассчитывают на поддержку соседних суннитских арабских стран и Турции, и выступающим против Асада. Сирийские шииты, алавиты и христиане поддерживают Асада и опираются на поддержку России и Ирана. Территории восточнее Ефрата, населенные в основном курдами и арабами-суннитами, пользуются поддержкой США и существуют в полунезависимом положении. Провинция Идлиб на севере страны фактически независима и контролируется Турцией. Гражданская война продолжается. Остров Кипр на данный момент находится в относительно спокойной обстановке, несмотря на то, что он разделен буферной зоной на два государства. Первое государство, кроме Турции, общепризнанное – это Республика Кипр. Второе государство, никем кроме Турции, не признанное – это Турецкая Республика Северного Кипра. С 1960 года Кипр получил независимость от Великобритании. На острове исторически сложились две общины. Основная греческая община и малая турецкая община. В 1963 году постепенно нарастающее напряжение взорвалось многочисленными этническими конфликтами с обеих сторон. Для урегулирования отношений ООН разместила своих миротворцев. В 1974 произошел военный переворот, и к власти пришли греческие радикалы. Турция, опасаясь за турецкое население и за то, чтобы Кипр не присоединился к Греции, высадила на остров свои войска. В результате турецкие войска оккупировали около 37% территории острова, что привело к его фактическому расколу на две обособленные части, сохранившиеся до настоящего времени. В 1974-75 годах состоялся так называемый обмен населением. Турки-киприоты практически полностью переселились на оккупированную турецкими войсками часть Кипра, а греки-киприоты – на юг острова. В 1983 году Северная турецкая община самопровозгласила себя Турецкой Республикой Северного Кипра. Вообще, Турция играет очень серьезную роль в регионе, является лидером по развитию торговли стран Юго-Западной Азии и возглавляет показатель ВВП в регионе. Турция, можно сказать, расположена на очень оживленном перекрестке моря и суши. С одной стороны, она контролирует Босфор и Дарданеллы, путь из Атлантического океана в Черное море. С другой стороны, расположена на Малой Азии, полуострова, соединяющие всю Юго-Западную Азию с Европой. Если упрощенно, в Юго-Западной Азии есть три крупных центра силы – Саудовская Аравия, Турция и Иран. Между ними идут постоянная борьба за сферу влияния в соседних государствах. Кстати, Иран и Турция – лидеры региона по численности населения и заметно отрываются от других стран в этом показателе. Ирак – третья по численности страна, несмотря на то, что с 80-х годов 20 века по наше время она была участником многих вооруженных конфликтов, как внешних, так и внутренних. В соседнем Сирии и небольшом Ливане достаточно непростая ситуация. В стране официально 18 религий, ни одна из них не составляет большинство населения. Христиане составляют 35-40% населения и разделены на множество течений. По 30% населения составляют два основных течения мусульман – сунниты и шииты, есть друзы. С 1975 года 15 лет длилась продолжительная гражданская война между разными конфессиями Ливана. Компромисс был достигнут, и сейчас в Ливане депутаты парламента избираются внутри религиозных общин. 64 депутата избираются христианами и 64 депутата мусульманами. Президентом может быть только христианин.
премьером – суннит, а спикером парламента – шиит. До гражданской войны Ливан был процветающим государством с мощным финансовым сектором. Сейчас страна восстанавливается и приходит в себя. Кстати, изображение дерева на флаге Ливана означает ливанский кедр. Именно из этого дерева в древнем государстве Финикии делали одни из первых в истории человечества морские судна. Кедр также является символом бессмертия и одного из христианских символов в Ливане. Ливанский кедр живет от 2000 до 3000 лет. Религиозный конфликт лежит в основе гражданской войны в Йемене. Примерно 40% Йемена составляют шииты, большинство населения – сунниты. С 2014 года движение хуситов, выражающее интересы шиитов Йемена, подняло восстание против правительства президента Салиха. Хуситы пользуются поддержкой шиитского Ирана, правительственные войска – поддержкой Саудовской Аравии и ОАЭ. Важным фактором в войне являются сепаратисты из Южного Йемена, которые хотели отделиться от остальной страны в новое государство с центром в Адене. Но в декабре 2020 года под давлением Саудовской Аравии перешли на сторону правительства и вошли в состав правительственной коалиции. Гражданская война продолжается. Хуситы контролируют центр страны и столицу Сану, правительственные войска – восточную и южную часть государства, и второй по населению город и крупнейший порт страны – Аден. После слияния Северного и Южного Йемена в мае 1990 года Оман урегулировал свои пограничные споры с новой Йеменской республикой. С 1 октября 1992 года два соседа поддерживают совместные двухсторонние отношения. Форма правления в Омане – абсолютная монархия, как и в Саудовской Аравии, Катаре, а также в Объединенных Арабских Эмиратах. Севернее основной части Омана есть небольшой полуэксклав Мусандам и его полный эксклав Матха, отделенный от основной территории Омана территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Границы Омана с соседями определены и не являются предметом споров. На Южном Кавказе крупным конфликтом, имеющим более чем вековую историю, является Карабахский конфликт. Он происходит между двумя народами – армянами и азербайджанцами. Основной объект противоречий – область Нагорный Карабах, населенная в основном армянами, но находящаяся внутри Азербайджана. Население Нагорного Карабаха составляет около 150 тысяч. Он со всех сторон окружен азербайджанскими территориями и имеет связь с Арменией по узкому Лачинскому коридору. Еще в годы гражданской войны в России 1918-1922 годов эта земля оспаривалась двумя народами. В СССР Нагорный Карабах был автономной областью в составе Азербайджана. В 1988-1994 годах прошла Первая Карабахская война, завершившаяся победой армян, которым удалось занять обширную территорию вокруг собственно Нагорного Карабаха. В 2020 году произошла новая война, по результатам которой все районы вокруг НКР, городов Шуша и Гадрут, были заняты азербайджанцами. Оставшаяся территория находится под управлением правительства Нагорного Карабаха. Безопасность жителей обеспечивают российские миротворцы. Конфликт не решен, но заморожен. Нагорно-Карабахская республика – это непризнанное никем государство, кроме частично признанных Южной Осетии и Абхазии и непризнанного Приднестровья. Абхазский и южно-осетинский конфликт разгорелся в Грузии после распада СССР, когда Абхазия и Южная Осетия решили стать отдельными, независимыми странами, а не быть частью Грузии, которая сама недавно получила суверенитет. В Абхазии разгорелся ожесточенный конфликт, в котором Абхазия одержала верх. В мае 1994 года было подписано соглашение о перемирии, формально положившее конец 13-месячной войне 1992-1993 года. Это соглашение, однако, не позволило вернуть мир и стабильность в регион и устранить вражду и недоверие между двумя народами. Примерно то же самое произошло и в Южной Осетии. После того, как в 1991 году Грузия вышла из состава СССР, Южная Осетия осталась в его составе. Политическая борьба быстро переросла в вооруженные столкновения, и в течение всего 1991 года Южная Осетия была ареной активных боевых действий.
Весной 1992 года, после некоторого затишья, вызванного государственным переворотом и гражданской войной в Грузии, военные действия в Южной Осетии возобновились. Под давлением России Грузия начала переговоры, закончившиеся 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения о принципах урегулирования конфликта. После 1992 года Южная Осетия, как и Абхазия, была де-факто независимым государством, обладала собственной конституцией и государственной символикой. Власти Грузии по-прежнему рассматривали и рассматривают ее как Цхинвальский регион Грузии, но активных действий по установлению контроля над ней не предпринималось. До 2008-го население Южной Осетии, как и Абхазии, массово получало российское гражданство и упрощался таможенный въезд и выезд со стороны России, что не могло не раздражать Грузию. Напряжение нарастало, и в августе 2008-го оно вылилось в открытый военный конфликт, в который вмешалась Россия, обосновав это тем, что много граждан России в Южной Осетии подвергались опасности. В конфликте также были жертвы среди российских миротворцев. Ответ был быстрым и жестким. По результатам войны 2008 года Абхазия и Южная Осетия получили полный контроль над территориями административных границ советских автономий, расширив свои рубежи. Ахлогорский район. В Южной Осетии он назывался Ленингорский район. До 2008 года контролировался Грузией. После 2008 года территорию заняла Южная Осетия. Аналогично и в Абхазии. Грузинское присутствие было ликвидировано в Кадорском ущелье. Вот что заявил Лавров в сентябре того же года после активной фазы боевых действий. Мы реагировали на агрессию Грузии против Южной Осетии в полном соответствии с основополагающими принципами международного права, включая право на самооборону по статье 51 Устава ООН и нашими международными миротворческими обязательствами применительно к урегулированию данного конфликта. Признание России этих двух республик было единственно возможным решением. После этого конфликта Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Следом за Россией признания поступили от Венесуэлы, Никарагуа, Науру и с 2018 года от Сирии. Грузинская сторона, в свою очередь, считает эти территории своей неотъемлемой частью. Одной из самых многострадальных стран мира оказался Афганистан. Эта страна в течение последних 40 лет живет в войне. Пестрый национальный и религиозный состав и ужасающая бедность подпитывает внутренние конфликты. В стране половина населения – пуштуны, которые говорят на языке пушту, а вторая половина говорит на близком к иранскому и таджикскому языке дари. Это родной язык для таджиков Афганистана, исповедующих шиизм хазарейцев, жителей Кабула, кочевых чар-аймаков. В последние годы жесткое исламское движение Талибан одержало победу в войне. Ему удалось заставить уйти из стран даже войска США, которые присутствовали на территории Афганистана 20 лет. В настоящий момент Талибан контролирует состояние страны. Режим Талибана смог победить всех соперников. Хотя информация из страны поступает достаточно скупо. Возможно, оппозиция продолжает партизанскую борьбу, особенно в населенных таджиками и узбеками горных районах, где Талибан всегда был непопулярен. На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находится телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры, интернет, шахматы и белая обувь. Так как белый – это цвет талибского флага. Также Талибан выступал за запрет женского образования. После введения декрета о разрушении всех неисламских памятников в стране в 2001 году талибы взорвали 2 гигантские статуи Будды, вырезанные в скалах Бамиана в III и в VI веках нашей эры, что вызвало осуждение мировой общественности, включая ряд мусульманских стран. Придя к власти на данный момент, талибы планируют вводить ряд послаблений, касающихся прав женщин, иностранных граждан и настроены на привлечение специалистов из других стран для восстановления нормальной жизни в стране. Хотя движение «Талибан» запрещено в большинстве стран мира, в том числе пока и в России, проводятся двухсторонние встречи на государственном уровне, так как уже ни у кого нет сомнения, кто реально сейчас управляет Афганистаном. В настоящий момент в Юго-Западной Азии сложились несколько союзов и региональных объединений.
Большинство стран региона входят в Лигу арабских государств и Организацию Исламская конференция. Крупное региональное объединение Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. В этот союз входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Союз объединяет суннитские абсолютные монархии, выступает с общей экономической политикой и оказывает различные действия против доминирования Ирана в регионе. Планируется введение общей валюты – динара залива. Противостоит этому блоку Иран. Он выступает как покровитель всех шиитов региона, да и, пожалуй, в мире. Иран активно вмешивается в гражданские войны в Сирии на стороне Асада и в Йемене на стороне хуситов. Удивительно, но даже Израиль смог несколько нормализовать отношения с государствами Персидского залива благодаря своему противостоянию с Ираном. В Ираке смешанный религиозный состав, и государство старается балансировать между двумя этими блоками. Почему же на Ближнем Востоке столько конфликтов? Помимо конфликтов на национальной религиозной почве, в этом регионе сконцентрированы интересы очень многих стран. И в основном эти интересы фокусируются на энергоресурсах. Борьба за влияние идет постоянно, а бороться есть за что. Все страны Персидского залива, можно сказать, сидят на двух огромных бочках нефти и газа. На территории одновременно двух стран, Ирана и Катара, в 1990 году было открыто самое большое нефтегазовое месторождение в мире, поделенное на две части. Сначала открыли иранский Южный Парс, затем северный купол Катара. Газ начали добывать в огромных количествах, и Катар, и Иран, обоюдно опасаясь, что он может перетечь на территорию месторождения соседней страны. Это месторождение очень сильно повлияло на весь мировой рынок газа. В наше время Иран и Катар входят в пятерку лидеров по добыче природного газа. Вообще в Юго-Западной Азии сконцентрировано около 40% всех разведанных запасов природного газа. Это больше, чем в обеих Америках, Австралии, Европе, Африке и остальной Азии вместе взятых. Конечно, кроме стран Центральной Азии и России, которые обладают остальными 32% мировых запасов газа. Нефти же в странах Ближнего Востока еще больше в процентном соотношении к другим. Около половины всех мировых запасов нефти сосредоточены именно в этом месте. В основном в Персидском заливе. По данным ОПЕК, Саудовская Аравия – третья страна в мире после США и России по объемам добычи нефти. Также в эту десятку стран вошли Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Иран. По запасам же нефти Саудовская Аравия занимает второе место в мире после Венесуэлы. Причем нефть на Ближнем Востоке добывается намного легче, чем, например, в удаленной Сибири или в Арктике. В большинстве случаев в странах Персидского залива добыча производится при естественном напоре нефти. Она сама, так сказать, вырывается из недр земли. Ее не нужно искусственно выкачивать. Кроме того, в Персидском заливе есть возможность сразу грузить извлеченную нефть в танкеры. В России же ее нужно перекачивать по нефтепроводу, порой на несколько тысяч километров. А это дополнительные затраты. Значит, себестоимость у арабской нефти еще ниже. Пока человечество не перейдет на альтернативные источники энергии, Ближний Восток будет играть ключевую роль в обеспечении энергоресурсами всего человечества. Страны неспокойного Ближнего Востока остаются важными фигурами в мировой политической игре, с интересами которых считаются все страны мира. Вот такой конфликтный выпуск получился. Если он вам понравился или не понравился, пишите в комментариях ваше мнение. Желаю вам мирного неба. Берегите себя и близких. С вами был канал «Просветись».